Я прежде всего хочу поблагодарить вас за нашу встречу и сказать огромное спасибо и всем ценителям творчества Димаша. Меня зовут Майра Даулетбак, я профессиональная певица. До педагогической деятельности я много лет проработала в концертно-гастрольном объединении в городе Алматы в Сахконцерте. Приглашена была на республиканский конкурс «Жасханат». Я являюсь самой первой участницей этого конкурса. Была в жюри, и мое первое знакомство с Димашем состоялось именно на этом конкурсе «Жасханат». Димаш тогда учился в Актюбинском музыкальном колледже на 3-м курсе. И вот до объявлением победителей мы за кулисами встретились. Когда он сказал, что приедет поступать в наш Казахский национальный университет искусств, куда я была приглашена преподавать на кафедру искусства эстрады. Время быстро пролетело. И через 1,5 года заходит в кабинет Димаш, здоровается со мной. Вы помните меня? Я говорю, конечно. Как забыть обладателя гран-при «Золотого крыла» Жасханат? Обнялись, поздоровались. Была теплая встреча. Я посоветовала ему поступать не на эстрадный вокал, а академический. Но он выбрал эстрадную кафедру, поступил к нам в мой класс. Он есть талант. Как ни странно, я познакомилась с ним именно на этом конкурсе. Он произвел такое впечатление, невозможно передать словами. Это эмоции. Во-первых, на нем был такой белый костюм, прическа у него тогда была другая. Вот он выходит из-за кулисы, представляете? Я говорю, это же принц. Сам выход уже меня поразил. Это для артиста очень важно, что он уже наполненный, выходит на сцену, и ему есть сказать, что. Это очень важно для исполнителя. Когда он запел, мурашки прям по коже. Конечно, мы сразу все... Лично я поставила свою оценку ему. Димаш талант, такие голоса рождаются в 100 лет один раз. Предмет я вела эстрадный вокал. Я подумала, что высшее образование полное, законченное, как академический вокал. На что он ответил, нет, я хочу учиться эстрадному вокалу на эстрадном отделении. Он сделал свой выбор. Наверное, он сделал правильный выбор, потому что сейчас весь мир знает его. Мы мечтали об этом, конечно, когда он был студентом, чтобы его искусство услышала огромная, большая аудитория. Это была моя мечта. Я очень счастлива, что это у нас получилось. У него от природы красивый тембр голоса. У него голос очень гибкий, он очень талантливый, умный ученик. Справлялся сразу без никаких особых трудностей. Прежде всего, это, конечно, талант, широкий диапазон голоса, его дар очень умного, талантливого ученика и, конечно же, работоспособность. Жаттығу, мысалы, дыбысты резонаторға жіберу керек әрқашанда. Өлең айтқан кезде. Таңдайды көтеріп айту керек. Апорға салу керек, мысалы. Осылай бірнеше октавамен распевка жасаймыз. Я не раз об этом говорю. Это прежде всего талант, дар от природы, да, у него голос. Далее уже, конечно же, идет работа и развитие голоса. Работа над развитием голоса, потому что над голосом все время нужно работать. Народный артист
Советского Союза, Ермек Серкебаев, профессор. Он говорил, что вокалу учится всю жизнь. Бастап хорда өлең айтып жүргенде мен ылғи да бірінші сопрано қыздардың арасында айтатын болдым. Содан соң мутационный период деген бар, дауыстың өзгеріске ұшырауы. Жасөспірім бала есе бастаған соң дауысы да өзгереді. Сол себептен сондай құбылысқа мен де тап болдым. Дауысым өзгерді. Кейбіреулер ойлап жатады, дауысы өзгермеген деп. Дауысым өзгеріске. С возрастом развивается и голос, и человек интеллектуально развивается, и физически развивается. Поэтому та манера пения, которая была на Жасханате, это хорошее профессиональное исполнение на тот период. Но мы же не стоим на месте, мы растем. Поэтому, конечно, и тембр голоса становится краше, богаче, окраски, обертоны становятся красивые, потому что голосовые связки физиологически он развивается. Сопрано досымен айтылды. Тек әнді кульминационный моментінде, шарықтау шегіне жеткен кезінде әрлеу барысында пайдаланам. Мен кәдімгі тенормын. Тенор, бірақ диапазоным қазіргі таңда енді алда уақытта 5-ші октава дейші, 5 октава. У него развился грудной резонатор, то есть низкие ноты, нижний регистр. Если говорить на нашем профессиональном языке. Диапазон его стал еще шире, эти переходные ноты очень стали красивыми. Ну и он вырос, стал еще более профессиональным. Вот эта вот манера держаться, уверенность на сцене, общение с зрительным залом. Конечно, эти годы не даром прошли, я считаю, для Димаша. Он очень талантлив, но он получил такой профессиональный опыт, да, артиста именно вот в жанре эстрадного исполнения. И плюс такой широкий пласт репертуара неизведанного, который он учил с таким вот неким пристрастием. Ему всегда было интересно выучить некий репертуар, вот, и на перспективу оказалось, что это очень хорошая работа и знание многих разноплановых, профессиональных музыкальных шедевров вот, мирового уровня. И видите, как это ему пригодилось в жизни, чему я очень рада. Любовь к пению – это первично, вторично – любознательность, в-третьих – это интеллект, в-четвертых – это вот везение на педагога. Это мое личное мнение, это вот самообразование. То есть вот нужно слушать, помимо поставленной задачи, нужно еще много читать литературы, интересоваться музыкантами, великими исполнителями, слушать их. Мастерство, их искусство, посещать концерты различные, и симфоническую музыку, и оперу, и балет, смотреть хорошие фильмы, музеи посещать. То есть вот это сосуд, который нужно наполнять. И когда ты уже работаешь над каким-то образом, над песней, вот это вот все потом, она пригождается, ты уже изнутри пропускаешь, и это все твои голосовые связки начинают петь.
петь, нужно петь. А когда поешь, обязательно сердцем, душой поешь. Тогда эти ноты, они звучат так божественно. У него верхние ноты становятся еще полетнее. Но я подхожу к этому вопросу и объясняю своим ученикам, что не нужно бояться этих высоких нот, а нужно вот подходить с таким вот любопытством. А что сейчас дальше? А смогу ли я это? То есть вот внутри так сквозной идет монолог, и с таким вот нужно, с интересом, с любознательностью и немножко даже с иронией. Вот когда исполняешь и выше поднимаешься, и вот тогда эти нотки, они вот проходят технически очень легко. А мышцы же это же запоминают. Есть такая у нас терминология мышечная память. И уже, значит, незаметно, сам того не подозревая, исполняешь эти технические ноты, а потом поражаешься, о, получилось. И, значит, уже дальше от репетиции к репетиции она идет еще краше, лучше, потому что ты смог переворот внутри свой, волнение, страх. У каждого же по-разному. В данное время вот он, я думаю, что является примером для очень многих молодых исполнителей, юношей и девушек, примером. Все стараются быть похожим на него, научиться также петь красиво. Немаловажно стать таким же популярным, как Димаш.